Всем привет! В этом видео мы проведем большой тест производительности и сравним Xiaomi Mi 1 против Mi A3. Дед против внука или есть ли реальный прогресс? Посмотрим на характеристики. Может показаться, что разница всего лишь в процессорах, а именно Qualcomm Snapdragon 625 против 665. А например, оперативная память и встроенная по размеру одинаковые, но на самом деле по качеству нет. Это я покажу далее. В тесте будет участвовать Mi A1 на Android 8.1, а Mi A3 будет на Android 9.0. И на самом деле это правильно, потому что для Mi A1 8 Android по сути то же самое, что для Mi A3 9. Разница все-таки 2 года между ними. А вот разрешение дисплея отличается. На Mi A1 это Full HD против HD+, на Mi A3. И если судить чисто по производительности, то для Mi A3 это лучше. Но с точки зрения эстетики Full HD, конечно же, будет приятнее. Однако об этом поговорим в полном обзоре. Перед началом реальных тестов заценим бенчмарки. В Antutu Xiaomi Mi A3 набирает практически в 2 раза больше баллов, а именно 140 тысяч против 79 тысяч у Mi A1. Будет ли телефон в 2 раза быстрее? Посмотрим далее. В Geekbench 4 видно эволюцию в производительности процессора. Snapdragon 665 вырос в производительности в одноядерном режиме в 2 раза по сравнению со Snapdragon 625, а вот в многоядерном режиме прирост составил около 32%. А вот тут видно разницу между качеством постоянной памяти и оперативной. Несмотря на то, что размер ПЗУ и ОЗУ по объему у нас равны как на Mi A1, так и на Mi A3 64 и 4 ГБ, тем не менее в Xiaomi Mi A3 стоит UFS 2.1, а у него скорость чтения выше в 2 раза по сравнению с памятью в Mi A1. А это главнейшим образом влияет на скорость открытия приложений и файлов. Оперативная память в Mi A3 также лучше, но тут прирост уже не такой драматический, а именно 17%. А вот в скорости интернета Mi A1 удивил. Скачивание выше в 1,5 раза, чем на Mi A3. А вот скорость загрузки вообще странная. 30 мегабит в секунду на Mi A1 против всего 9 мегабит в секунду на Mi A3. Либо косяк с модемом, в чем я сомневаюсь, либо с прошивкой, но что есть, то есть. И оценивать Mi A1 против Mi A3 мы будем по 6 пунктам. Это скорость запуска приложений, плавность скролла, игры, производительность камеры, сканеры и интернет. И за последнее Mi A1 уже получает 1 балл, вы сами все видели в последнем бенчмарке. И естественно начнем с теста скорости запуска приложений. При прогонах телефоны были подключены к одной Wi-Fi сети и не было ни одного приложения в фоне. Всего для каждой модели я сделал по 5 прогонов и показываю самый быстрый. Как я уже говорил ранее, то в Xiaomi Mi A3 стоит память UFS 2.1. Такой тип памяти поставляется традиционно во флагманы, а в среднебюджетный и тем более бюджетный сегмент производители ставят тип памяти eMMC. И сейчас вы увидите разницу между более быстрой памятью и медленной. Например, в том же ВКонтакте на Mi A3 интерфейс и кэш прогрузились практически мгновенно, в то время как на Mi A1 это заняло в 2 раза больше времени. То же самое будет происходить практически в любом приложении, особенно в играх. И поэтому, если вы выбираете себе новый смартфон, то после процессора в первую очередь обращайте внимание на тип памяти, потому что в какой-то степени именно от нее зависит основное быстродействие смартфона. В это же время Xiaomi Mi A3 вырвался вперед от своего деда уже на целых 5 приложений. И можете заметить, что я для теста использовал всего только одну игру, это Subway Surfers. И если вы часто смотрите подобные ролики по сравнению производительности телефонов, то, например, в паре Android смартфон и iPhone, если автор хочет, чтобы iPhone победил, то ставит прям несколько игр подряд, потому что он их традиционно открывает быстрее, чем любой Android смартфон. Я же придерживаюсь того, что для подобных тестов нужно использовать 90% самых обычных приложений, потому что именно с ними мы взаимодействуем большинство нашего времени и переключаемся между ними туда и обратно. А в игру засел и не выходишь какое-то время. Ну и как вы видите, Mi A3 уже почти закончил второй круг, а Mi A1 только-только заканчивает с первым. Опять же, тип памяти очень сильно решает. А вот с оперативкой у Mi A3 есть небольшие проблемы, потому что некоторые приложения вылетают, такие как камера, YouTube и даже легкие подкасты. Но так как на холодную он их открывает быстро, то это не очень критично. А вот Mi A1 за счет лучшего менеджмента оперативки анимации 8 Android со вторым кругом справился лучше. Но в итоге общий балл за производительность отдается Mi A3. Однако на самом деле не все так очевидно, и у Mi A1 есть очень большие шансы стать победителем в общем сравнении. Теперь переходим к скроллу. Я специально вывел то, как телефон справляется с отрисовкой, так как это более наглядно покажет общую картину. Чем выше полосы, тем хуже. Как видите, при очень быстром скролле Mi A3 показывает лучшие результаты, подлагивания интерфейса меньше. Однако, если начинает скроллить обычно, как будто листаешь ленту, то и Mi 1 уже не так сильно проигрывает, но все равно чуть хуже Mi A3. Но еще очень много зависит от самого приложения, хорошо ли оно оптимизировано или нет.
Как видите, то у Instagram оба смартфона показывают себя относительно хорошо, но у Mi A1 микрофриза все равно намного больше. Поэтому балл за скролл также отдается Mi A3, и это нормально. Было бы странно, если телефон двухгодичной давности из одного класса был бы лучше, чем новинка. А вот с играми ситуация интересная. Например, в PUBG я думал, что Mi A3 будет доступны более высокие настройки графики, а оказалось, что они такие же, как и для Mi A1. То есть без дополнительных утилит максимум поддерживается 30 FPS. И если сравнивать игровой опыт, то что на Mi A3, что на Mi A1 он вообще никак не отличается, от слова совсем. Фреймрейт одинаковый, тротлинга особого нет, а в плане удобства Mi 1 даже лучше, потому что классический прямоугольный дисплей удобнее для игр, нежели чем модные с закруглениями по краям, как у Mi A3. Но это лично мое мнение. Поэтому, так как в плане производительности в играх смартфоны никак не отличаются, то я им ставлю обоим по 1 баллу. И теперь переходим к камерам, и тут вы удивитесь. Во-первых, сам запуск приложения камеры на Mi A1 быстрее, чем на Mi A3. Но это еще ладно, а вот сам спуск затвора на Xiaomi Mi A3 намного медленнее, чем на Mi A1. Например, если вам нужно будет что-то резко сфотографировать, и этот объект может сейчас пропасть, то со стоковым приложением камеры на Mi A1 вы справитесь, а на Mi A3 скорее всего нет, так как приложение запускается дольше. Времени для того, чтобы сделать фотографию, нужно значительно больше. И в этом плане я даже как-то подрастроился, потому что Xiaomi нужно больше времени уделить на оптимизацию этого процесса. В 2019 году такой расклад дел немного стыдный. И поэтому балл за производительность камеры я отдаю Mi A1, в итоге счет сравнялся 3-3. А сейчас небольшая вставочка. Мы сняли балл Mi A3 за то, что у него слишком медленно работает камера, но стоковая. Однако Google камера, которую на него можно установить, она работает нормально. То есть ты ее запускаешь и сразу делаешь фотографию, это работает даже быстрее, чем на Mi A1. Поэтому мы балл не добавим, потому что это уже опция. То есть ты должен знать о том, что Google камера на нем существует. Но вы должны об этом знать, и скоро выйдет полноценный обзор камеры. Я его так называю, большой обзор камеры на Xiaomi Mi A3. Поэтому ждите. И проведем последний тест. Это скорость разблокировки по сканеру отпечатка пальцев и по лицу. Если вы не в курсе, то на Mi A3 используется подэкранный сканер отпечатка пальца, а на Mi A1 классика на задней стороне устройства. И как можете видеть, то классика тупо лучше, это даже при учете, что на Mi A1 стоит не самый быстрый сканер отпечатка пальца. Современные сканеры разблокируют телефон меньше, чем за полсекунды, а в Mi A3 вам понадобится 1,5, а то и 2 секунды. И то, если повезет, может и ошибка выскочить. И если со сканером отпечатка все понятно, то вот с разблокировкой по лицу ситуация вообще странная. На Mi A1 я использую встроенный в Android Smart Lock, а на Mi A3 Xiaomi использует свой собственный инструмент. Фишка в том, что на Mi A3 можно добавить всего одно лицо, и не дай бог у тебя как-то изменится лицо, даже брови будут не такие, как на фотке при регистрации, то телефон тебе откажет в разблокировке. А вот на Mi A1 вообще без проблем, даже морды кривлять можно, все будет окей. Другой вопрос, что и тут, и там разблокировка по лицу небезопасна. Но это уже выбор каждого, использовать это или нет. В результате балл за сканеры я отдаю Mi A1, они быстрее и точнее, и таким образом Mi A1 у нас становится победителем этого сравнения. Но не стоит забывать, что Mi A3 все-таки только недавно вышел на рынок, и поэтому такие пункты, как игры, камера, интернет можно улучшить через обновление. И я думаю, что так и случится. По крайней мере, не вижу для этого никаких проблем. Но пока что вот так вот. Хоть Mi A3 и производительнее своего деда Mi A1 практически в 2 раза, по крайней мере по бенчмаркам, тем не менее старичок еще до сих пор неплохо себя показывает. И поэтому, если вы пользуетесь Mi A1 и вас все устраивает, то еще как минимум полгода-год можете его спокойно использовать. Огромное спасибо, если вы досмотрели до конца. Надеюсь, что кому-то данное видео поможет определиться с выбором нового смартфона. Увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока.